Итак, ребят, всем привет. Давно у нас с вами не было политических разборов, да, политических видео. В принципе, было особо не о чем рассказывать. Так как все повторялось, допустим, те же самые телодвижения Трампа, когда он сначала такое одно говорил, потом опять другое, потом опять следующее, последние его вот эти вот моменты перед тем, как Зеленский приехал в Белый дом, опять звонок Путину там и так далее. То есть все вот эти вот манипуляции манипуляторами, это там попытка туда-сюда прыгания, то есть сначала дадим томагавки, потом не дадим и так далее. То есть я уже, в принципе, рассказывала, что это такое в предыдущем видео, когда я рассказывала о том, что таким образом Трамп манипулирует, да, теми людьми, которые находятся в Европе, то есть это прямая манипуляция манипуляторами, выбивание у них почвы из-под ног. Поэтому, в принципе, те или иные вот эти вещи разбирать смысла нет, повторяться, да, в том, что вот смотрите, вот это оно и есть, да, в принципе, потому что он делает это постоянно, его качели туда-сюда, это вот как раз-таки выбивание почвы из-под ног. Но сегодня я решила поговорить с вами не об этом, то есть сегодня я решила записать ролик, потому что происходят вещи, которые на данный момент, то, что я чувствую на тонком, происходит то, что мне не очень нравится, ну, точнее, даже не то, что не очень нравится, просто у меня это вызывает очень сильную тревогу, потому что я понимаю, что на кону очень какие-то большие прям ставки, и эти ставки могут очень серьезно перевернуть мировую экономику, и мне как бы это не очень нравится, то есть вызывает тревожность, потому что я понимаю, что перевернется жизнь в первую очередь там не сколько там политиков или еще кого-то, ну и это тоже, да, то есть переворот полностью мировой экономики, это как раз-таки в первую очередь влияние на всех людей в мире, то есть и в первую очередь на нас с вами, обычных людей, которые живут, да, в разных государствах и так далее. Не надо думать, что это коснется там только там Россию, или там еще какие-то страны Европы, все это коснется всего мира. И сейчас на данный момент происходят вот эти, ну, я бы даже не назвала это сначала трансформациями, потому что трансформации это когда уже вот такой медленный, плавный какой-то переход, да, когда что-то вот одно там в другое, да, потихонечку вот как-то вот трансформирует. Здесь же нет. Здесь прям экономическая война, о которой я давно говорила, то есть это еще 22 год, 21 год, посмотрите ранние видео, я там говорила о том, что в первую очередь война, которая сейчас идет в мире, да, это экономическая война. То есть это не, ну, физическая, конечно, тоже идет, да, здесь бесспорно, но в первую очередь для чего это все затевалось, и в том числе конфликт на Украине, я говорила, это переворот мировой экономики. То есть изначально европейские элиты, да, собирались устроить вот это все с дальнейшей ядерной эскалацией для того, чтобы перевернуть мировую экономику по завету Клауса Шваба. То есть это и идет переворот в плане того, что углеродные следы, вот это вот все вводят, да, еще что-то, то есть там пукающие коровы, это все понятно, ну и плюсом переворот должны были сделать того, что у людей нету ничего своего, да, есть только вот то, что, ну, как они говорят там, вы не будете ничего иметь, при этом будете счастливы, то есть здесь же идут заигрывания, и я говорила это еще тогда, когда в Европе в начале там 22 года, когда начался конфликт на Украине, говорили о том, что будут изымать частная собственность, которая есть вот каких-то олигархов, я не знаю, ну там условно там виллы, яхты и так далее, типа будут изымать и просто продавать там или что-то делать. Это по сути, мягко говоря, называется воровство. И сейчас то, с чем заигрывают, да, это опять же попытка заигрывать с этими же вещами, только немножко в другом виде, то есть не попытка там частную собственность какую-то отжать, а попытка отжать активы целого государства по политическим причинам. И я до этого
делала акцент еще в 2022 году, когда пытались отжать частные активы, так и сейчас, когда они пытаются отжать активы государства, да, отдельно взятого по политическим причинам, я хочу сделать на этом акцент. Ребята, вот здесь нам надо откинуть полностью вообще любые там политические взгляды, всяческие моменты с тем, что этот плохой, этот хороший, значит, так им и надо, да, или еще что-то, просто вот все это откинуть и посмотреть на это с другой точки зрения, что происходит на самом деле. А происходит незаконное присвоение чужих средств. Представьте просто, что вы дали банку на хранение, да, свои деньги, допустим, вклад какой-то сделали, допустим, 1 000 000, да, вы вложили в банк, и потом, значит, по политическим соображениям, я не знаю, вы какой-то там твит написали или еще что-то, либо вы чем-то недовольны, да, вы пытаетесь сказать о своем недовольстве, вот, и вам просто говорят, ну, вот то, что ты там ведешь себя плохо, или то, что нам не нравится, как ты себя ведешь, или еще что-то, да, твой там свобода слова твоя, еще что-то, мы просто у тебя этот 1 000 000 забираем, еще приходим, забираем твою квартиру, забираем всю твою наличку там и все, и оставляем тебя, извините меня, с ГУЛАЖ. И вот просто представьте себе вот такое, и говорят, ну, это все нормально, просто потому что ты плохой, нам не нравится, как ты себя ведешь, поэтому мы просто имеем право прийти и все у тебя забрать. Просто посмотрите на это с этой точки зрения, потому что так и начинает работать окно Овертона. То есть здесь очень ярко мы видим, как массам внедряется окно Овертона насчет того, что изымать чужую частную собственность, неважно, собственность олигархов это, собственность государства какого-то или еще что-то, это норма. Мы просто можем сказать, этот человек плохой или это государство плохое, и просто изъять, да, и забрать себе, то есть своровать чужую собственность под предлогом того, что, ну, этот плохой, этот хороший. Мы видели, что подобное происходило во время гонения ведьм, когда, допустим, в 15 веке, когда для того, чтобы отнять, то есть ресурсы у дворян, там, допустим, были ребятки, которые, допустим, имели какие-то земли, еще что-то, да, и церковь, чтобы отнять у них эти ресурсы, просто объявляла, это ведьма, короче, человека просто пытали, сжигали на костре, а все его ресурсы, то есть там денежные, да, земли, там, финансовые, прочее, там, крестьяне и прочее, все это изымалось в пользу государства, то есть таким образом государство, типа, расширялось, вот, и расширяла церковь не только свое внимание, но и казну. И мы должны понимать, что такие телодвижения ни к чему хорошему не приводят. И это нормализация отъема частной собственности, да, которую сейчас пытаются провернуть в Европе. Как бы они смотрят, как на это реагирует общественность, они смотрят, как на это реагирует экономика, как на это реагируют, назовем это, финансовые элиты. И это не те финансовые элиты, типа там Швабры и компании, которые хотят узаконить вот такое вот, а нам вот этот не понравился, мы у него все изымаем, да, а потом мы изымем вообще у всех, да, и потом будем считать, кто сколько напукал, вот, сколько кислорода надышал и так далее. Это уже идет, вы понимаете, то есть вот это вот окно Овертона, оно уже начинает двигаться в этом направлении. Поэтому я здесь вот прям категорично настроена в том плане, что, ребята, не поддаемся на вот эту вот херню и провокацию, что вот этот плохой, этот хороший, просто против того, чтобы неважно, кто что сделал или кто что там делает, изымание частной собственности, неважно, человека отдельного или государства, вообще, в принципе, неприемлемо. То есть, если мы это будем поддерживать, да, все это будет работать на нашей воле, и мы сами того не осознавая, поддерживая все вот это вот предприятие, да, мы будем спонсировать то, что потом завтра к нам придут или к нашим детям, да, которые вырастут и скажут, ну вот ты там напукал больше, чем положено, и значит мы у тебя заберем твое жилье, вот, или что-то подобное. Поэтому ни в коем случае поддерживать данные даже на уровне ментального нельзя, потому что мы это все будем поддерживать в пространстве, и им получится это внедрить.
Вот, а далее, что я хочу еще отметить, нездоровые тенденции в плане переворота мировой экономики, это то, что сейчас я чувствую, да, идет какая-то очень-очень ключевая ставка. Вы, наверное, видели, что сейчас получается Европа, во-первых, она с США, вот, ну, она думает, что она с США, да, вот, пытаются там вводить новые санкции и так далее. Но плюсом к этому еще я бы обратила внимание на Китай. То есть Европа сейчас пытается давить на Китай, тоже какие-то там санкции вводить, и я слышала о том, что Китай как-то там даже отвечал, что типа если Европа считает, что она типа имеет право давить на Китай в одностороннем порядке, то Китай может показать Европе, что такое каменный век, то есть ее откинуть в каменный век. Я не знаю, насколько это пустые, не пустые слова. Я сейчас не буду разбирать слова политиков, МИДа и так далее, но я хочу сказать свои ощущения. Сейчас даже дело не в том, что вот санкции там против российской нефти, да, сейчас ввели, то есть даже не в них дело, и не в том, что там будет закупать кто-то у России нефть, не будет и так далее. Я хочу, чтобы люди, которые политически настроены, как-то не думали о том, что я, живя там в России, да, сейчас вот там против моей страны ввели санкции, и поэтому я там вот чего-то кого-то. Нет, санкции против моей страны ввели уже там 3500 штук, и в том числе на нефтеперерабатывающую отрасль уже сколько-то там вводили, там целую кучу. Но здесь я хочу отметить то, что вот именно сейчас я чувствую какое-то вот именно напряжение, знаете, вот внутримировое. Я очень хорошо чувствую мировую биржу. Я даже в свое время, мне было интересно, я торговала на вот это вот, ну, знаете, инвестиции, которые вот эти вот там вкладываешь в акции, там все, мне было интересно, но как бы я там так чуть-чуть сидела, хотя я могла бы на этом зарабатывать, но мне это немножко неинтересно. Мне интересно то, чем я сейчас занимаюсь, в принципе, да, вот просмотр тонкого плана, работа для вас, да, попытка помочь людям, чтобы избавиться от каких-то зависимостей, от глубинных крючков. И да, ребята, с 10 по 17 ноября я запускаю акцию на курсы. Мои старые — это основа управления реальностью и отключение под ключик «Свобода быть собой». Это для вас дает шанс избавиться от всего, что мешает вам двигаться вперед. И не упустите, так как с 10 по 14 ноября скидка будет составлять 15%, ну а с 15 по 17 ноября скидка будет уже меньше, 10%. Поэтому поспешите, записывайтесь на курсы и начните удивительное путешествие к новой жизни уже сегодня. Ну а мы продолжим. Тем не менее, мировой рынок я чувствую до сих пор. Вот эти вот изменения какие-то, да, которые идут. Я сейчас чувствую, что идет какой-то переворот, то есть даже не переворот еще, а вот именно попытка, то есть как будто мировая экономика, она сейчас на каком-то пике. Вот эта война, про которую я говорила, экономическая война, да, я сейчас пытаюсь свои ощущения вам описать, поэтому здесь не судите строго, я не гадаю на картах или на чем-то, я ощущаю тонкий план, и я пытаюсь как могу объяснить свои ощущения. Вот мировая вот эта вот экономика и война, которая идет, то есть за переворот. То есть я говорила, две элиты, по сути, да, одна видит по-своему мировой переворот, вторая видит по-своему, да, это Клаус Шваб и компания видят поедание насекомых там и так далее и тому подобное, вот, пукающие коровы и прочее, а другие видят это по-своему. И вот сейчас как будто одна из сторон, то есть даже вот, я бы сказала, частично две стороны, каждая из которых вот со стороны, получается, США и со стороны Китая. Почему-то Китай идет больше, то есть коалиция, которая вокруг Китая выстроилась, а я говорила, что вся вот эта вот ситуация сейчас, да, конфликт на Украине, это все дела Китая, то есть это не прямая, ну, такое, что Россия такая решила, и там все пошло, нет, решение было принято на уровне Китая, именно Китай сказал России, что мы вот
берем, идем в этот конфликт и начинаем перезагрузку, грубо говоря, мировой экономики, да, то есть это борьба идет между США и Китаем, как две самые мощные экономики мира. Так вот, и сейчас на уровне Китая тоже что-то проводится, то есть они как будто что-то затевают, но знаете, если вот со стороны США, и там какое-то двойное дно, вот я не знаю, как это объяснить, но как будто США, оно играет на две команды, как будто есть вот такая позиция усидеть на двух стульях. То есть, с одной стороны, типа, мы играем со Швабом, а с другой стороны, как будто мы играем и вот подпольно, подковерно как-то играем там с Китаем, да, типа, мы с вами. То есть здесь какая-то вот такая вот двойная игра, знаете, идет очень-очень тонкая. То есть вот как Трамп играет, то есть я типа из-за этих, да, то я за того, то я за того. Вот здесь как-то есть. И тут, скорее всего, это связано с элитами, которые до сих пор, вот политические элиты внутри США. То есть очень многие политические элиты, которые остались на местах, они до сих пор работают, грубо говоря, на Шваба и компанию. И удовлетворение каких-то желаний этих элит, оно идет на вот уровне мировом, да, в том числе экономическими действиями, которые ведет США, но там есть какая-то подковерная игра еще, то есть какой-то обман, то есть как будто они идут по желаниям этих элит, но в тот же самый момент они как бы говорят, мы вроде как действуем, как вы хотите, но какой-то подвох есть, какой-то обман, то есть какие-то закулисные договорники. И как раз-таки сейчас идет какая-то ловушка. То есть вот то, что я еще вчера чувствовала от вот этого всего, которое идет вроде как, типа, они делают для вот этих мировых элит, которые там Шваб и Ко, да, западных элит, но это как будто ловушка, знаете, очень похоже на капкан, то есть как будто капкан, который должен захлопнуться. Вот я не знаю, и этот капкан как-то хитро выставлен со стороны Китая. Вот Китай, я его сколько чувствую, сколько я вам рассказывала на своем канале, да, кто не видел, посмотрите, вот, про мировые вот эти видео, у меня там есть про Китай, очень много, я его чувствую, вот он всю дорогу, знаете, типа, мы не при делах, да, то есть его в этом конфликте практически не видно, он типа такой, моя позиция с краю, все, но на самом деле... знаете, все подковерные телодвижения, вот все, что там под ковром происходит, это все делает Китай. То есть Китай фактически типа не при делах, но при этом все абсолютно контролирует. То есть, да, это такая скрытая война. Знаете, вот идет это искусство войны, да, вот есть такая книга китайская, я ее не читала, но есть вот книга искусства войны, и там типа, что ты должен как-то не открыто там агрессировать, да, а типа хитрость какая-то. И вот здесь как будто хитрость вот это именно через какие-то вот подковерные игры делать так, как нужно. И вот они как будто создали какую-то ловушку или что-то, вот которое, вот я говорю, я даже начинаю про нее говорить, и вот у меня ощущение, вот этот капкан, который должен вот так, хоп, и захлопнуться. Просто захлопнуться, и что-то после этого должно произойти, то есть как будто кто-то попадет в такую ловушку, и, скорее всего, это будет Европа, по моим ощущениям, то есть это направлено даже скорее на Лондон. Я не знаю, почему Лондон, но у меня очень часто в видениях, связанных вот именно, хотя вот по мировым новостям везде Брюссель, да, типа Германия в основном, типа вот Германия, но почему-то я, когда смотрю свои именно видения, у меня постоянно всплывает Лондон, как будто вот ключевое там это Англия, то есть вот там куда-то все тянется. И может быть поэтому, да, тоже вот недавно было, там только там Трамп опять там поговорил с Зеленским, сказал, все, никаких там агавках, поддержки не будет, всего не будет, и тут же, опять же, с Англии именно, там не с Брюсселя, не еще откуда-то, а с Англии, типа сразу чел вылетел туда, вот, типа там Трампа вразумлять, да,
условно. Так вот, и вот эта ловушка, я сейчас попытаюсь, я вчера пыталась, попытаюсь посмотреть, как она именно для мировой экономики обернется. Но вот такое ощущение, что эта ловушка как-то очень сильно возвысит Китай, что Китай станет одной из самых ключевых экономик мира. Вот такое ощущение, что Китай, он настолько как-то даже не возвысится, знаете, он как будто вот раздуется, вот так вот огромный, как шар, да, такой огромный раздуется, что вся экономика внутри мировая, как будто вот внутри этого шара будет сосредоточена, в центре этого. Вот какая-то единая мировая экономика, почему-то идет слово Шанхай, то есть в Шанхае будет. Единая мировая экономика будет в Шанхае. Может, это связано с биржами. То есть же лондонская биржа, да, вот как раз-таки, да, в Европе. Единственная биржа, которая есть мировая, это лондонская биржа. Есть еще в Нидерландах биржа, но она не такая большая. Так вот, и экономика, да, Европы тоже крутится вокруг вот этих мировых бирж. Там же, получается, торги основные идут, да, ресурсами, в том числе энергетическими ресурсами. И я не чувствую краха мировых бирж, нет, как бы это хотели, наверное, по большей степени, да, краха мировой экономики именно в том виде, да, и краха бирж каких-то хотели бы, наверное, по большей степени глобалисты, то есть там Швабра и компания. А здесь как будто, как-то, знаете, идет не крах экономики мировой, нет, но какое-то перераспределение, то есть как будто мир, возможно, вот сейчас просто предположение будет, я не говорю, что так будет, но возможно Гонконг, то есть Шанхай, Гонконг, не знаю, возможно Гонконг поменяет правила, почему-то вот идет как поменяет правила, как будто будет что-то объявлено или как-то, что у нас будут свои правила, или мы будем по-своему, по своим правилам как-то торговать. То есть они как будто какой-то вызов кинут или что-то, я не знаю, но вот эта ловушка какая-то, она должна бросить какой-то вызов, что как будто экономика, вот знаете, она до этого распределялась больше как-то на Западе, то есть Запад и США, да, США вот основная торговая точка там, да, вот как-то сейчас идет. И как бы здесь как будто страны там второго какого-то мира, да, то есть вот Запад и Восток. Вот Запад, США, огромный, а Восток, вот это вот Китай, Индия, оно как будто вторичное, да, сейчас. А тут как будто кинут какой-то вызов или что-то такое будет, и как будто вот мир вот так вот перевернется, и первичное окажется Китай, то есть Китай, Индия, в основном, то есть Китай и вот эта вот восточная часть, но почему-то я там не сильно вижу Россию, как-то вот почему-то идет по большей степени вот круговорот какой-то, возможно, товаров или еще чего-то, я не знаю, между вот восточной частью России, то есть это где-то Владивосток, вот это, и вот так вот, да, идет Китай, Индия, вот по вот континенту как-то, а как будто вот США, оно даже отрезано от Европы. То есть, возможно, даже США идет. Знаете, этот круг какой-то очень интересный, с учетом того, что я вижу сейчас, идет Дальний Восток, США, Китай, Индия, и вот этот круг, то есть США в нем тоже как-то действует, но немножко по-другому. Оно как вторичное немножко, да, но здесь круговорот такой он действует. А вот какая-то центральная часть, вот как раньше Европа, да, как бы центром была, она как будто отрезана из этого круговорота. То есть я не знаю, как это конкретно, мне даже сложно как-то это объяснить, но как будто будет переворот вот такой. Как будто вся экономика, она на восток будет направлена больше. В общем, как-то так, ребята, я даже с учетом увиденного, я как бы все равно вот есть тревожность. Еще раз повторюсь, потому что ставка какая-то большая. Это вот то, что я сейчас описала, это то, что они хотят сделать, да, какой-то вот такой вот переворот. Но ловушка есть, ловушка сейчас настроена, но она пока не захлопнулась. То есть мыши еще думают, взять ли сыр, да, или как-то тронуть ли сыр. Они еще как бы не решились, да, вот нажать на ту самую кнопку внутри капкана, да, чтобы капкан этот захлопнулся, то есть им надо какую-то кнопку нажать, и тогда вот это все хрясь, и вот так вот, просто вот этот капкан захлопнется, это ловушка.
И очень большая ставка. Вот сейчас какая-то очень высокая ставка идет. То есть, видимо, может быть, те санкции, которые были введены со стороны США, или что-то. Есть большой риск, как бы не то чтобы нанести непоправимую какую-то вот непоправимые последствия для экономики мировой, но как будто это ведет к очень каким-то серьезным рискам. То есть какие-то есть очень серьезные риски, и они идут на очень такой шаг, понимаете, который может какие-то серьезные последствия понести. То есть это рисково, это, знаете, вот есть такое понимание, кто не рискует, тот не пьет шампанское. То есть когда человек идет ва-банк прямо, он прям вот такой вот мы сейчас вот ставку эту делаем, и либо пан, либо пропал, либо вот что-то вот это, либо то, либо это. И вот они надеются на то, что они выиграют, вот и ловушка захлопнется, но если ловушка не захлопнется, то есть риск каких-то, ну, такого очень серьезных потрясений, я даже не сказала бы потрясения, а именно потрясений для мировой экономики, которые потом будут требовать стабилизации. Вот, я скажу так. То есть, потому что, и вот это меня именно, вот это вызывает тревогу, то есть именно вот это состояние их либо пан, либо пропал. Вот кто не рискует, тот не пьет шампанское. Вот, либо, вот мы сейчас вот прям вот идем ва-банк, потому что я понимаю, что, ну, они так привыкли, может быть, и риски очень высоки, но я бы не хотела, чтобы меня и вас потрясло вот так, да, как я вижу, что если у них вот ловушка не захлопнется, то будет вот тряска такая, да, как мини-землетрясение, и это мини-землетрясение будет в плане именно мировой торговли, то есть нас потрясет немножко, ну даже не немножко, да, будет дестабилизированы определенные, ну, какие-то вот вещи в мировой экономике, которые могут вести и к повышенной инфляции, и ко всему прочему, и придется терпеть убытки. Вот такого плана, если это все вот не сработает. Я бы не хотела этого. Вот. Я думаю, что вам бы тоже не хотелось бы от этого страдать. Но, к сожалению, мировые элиты, у них вот такие вот свои игры. Мое, как бы вот вас немножко поставить в известность, потому что я переживаю, у меня вот эти вот ощущения идут сейчас вот этой пиковости торговой войны, экономической торговой войны, да, и сейчас вот такая ситуация, пан или пропал. Будем смотреть за мировыми новостями, будем, как бы, опять же, да, давайте намерение общее запустим для того, чтобы их вот эти вот подковерные игры, которые они сейчас играют, да, в том числе экономической войны, не повлияли на нашу с вами повседневную жизнь, чтобы мы с вами жили хорошо, нормально, да, и на нас вот эти их политические какие-то штуки не влияли. То есть, потому что, я еще раз говорю, если там у них вот эта ловушка, там что-то не сработает, в первую очередь потрясет нас с вами, да, обычных людей. У них-то как бы, ну да, какие-то убытки будут, там акции, не акции, но согласитесь, как бы мы с вами гречку едим с рисом, да, а они там, ну, кальмара не доедят, как бы ничего страшного вроде, или кого-нибудь там лангустинов едят, или кого там, лобстеров, вот, наши с вами убытки, их убытки, это несопоставимые вещи где-то, вот, ну, а я вас всех люблю, обнимаю,
Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.